Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer, меня зовут Евгений. Мы продолжаем выживать в игре Stationers, работаем над кодом, который позволит управлять печью. Прошлый выпуск резко оборвался, потому что на моем компьютере банально не хватило памяти. Я запустил редактор, разбил на две стороны один и тот же файл, это одно и то же. Нам надо сократить количество кода в байтах, иначе он не записывается в сленг. Нам надо посокращать вот эти вот все названия. Я начну с сокращений. Скажем, что это у нас будет Константан. Я не буду сильно ломать названия, оставлю их. Так, var. Кстати, я не пойму, у меня же есть возможность менять переменные. Это C. Меняется. Ну, давай назовем его TS, не знаю. Будет он так работать? Будет. Ругаться, правда, будет на синтаксис. Что такое? Будет у нас var. Переименовываешься, да? Везде, где используешься, вот, пожалуйста, видно. Сталь. Фонтан. Вот как бы Константан, pressure min. Ладно, пусть остается. Вот эти можно посокращать. Сейчас, если мало будет, ну, если не получится сократить до разумного размера, тогда разобьем на два разных сокета, и один сокет будет заниматься вычислением того, какой именно выбран режим, а второй сокет будет заниматься этими управлением насосами. Ну, конечно, лучше было бы все-таки все в одном сокете оставить. Что, вроде меньше стало кода по названиям. Да, чуть меньше, но все равно 548 байт лишних. Прям подсвечивает где. Ага, и он типа, я не вижу такого всего. Из-за вот этих вот, наверное, умножений. Это не точно. Ну а если я уберу здесь умножение, полегчает? Да, легчает.
Все равно много. Target pressure, больше и меньше. Говорит, не могу сохранить. И у нас отсутствует target pressure. Вообще не применяется, да, should compress out. Should pump работает. Мы записываем furnace активацию, если pump fuel, если мы должны накачивать, да. А нам как бы не надо здесь проверять, если нам надо накачивать. Нам надо просто активировать в случае, если температура меньше. Мы можем смотреть, если давление, допустим, больше какого-нибудь минимального порога, температура меньше, то надо обязательно включить. Furnace pressure будем смотреть. Furnace pressure больше, чем, допустим, 500. Тогда можно активацию включать. Тут еще нюанс такой. Ну, 500 же может быть и на спуске давления. Мы будем продолжать активацию лупить. Такой нюанс, да? Можно какую-то кнопку еще одну сделать, по которой мы будем знать, мы вообще жжем печь или уже не жжем. У меня есть где-то кнопка с собой. Логическая, нету. Она сейчас будет. Мы сделаем кнопочку, какой-нибудь рычаг, который будем поднимать и говорить, у нас печка должна быть активной. И тогда будем смотреть, если давление достаточное и температура минимальная, включаем розжиг. Где там наш лоджик? Подожди, а где? Ты же сделал, нет? Я слышал звук. Не ту кнопку нажал. О, рычажок есть, да, мне подходит. Критический уровень обезвоживания. У меня тут с проводами бедулька, да? Бедовая бедулька. Ладно, раз у меня обезвоживание, пойду воды попью. И проводов сделаю заодно. Шапочку надо снять. Провода сначала поставить на изготовление. Кабель где-то есть.
Самому попить водички. Уже научен жизнью, что надо менять воду, иметь ее в запасе. Пожрать надо. 11 литров водички осталось. Что там у нас? Что там? 29 кабелей, 30. Хватит. Здесь же не надо силовой кабель. Он как бы совсем здесь не надо. Вот пойдет. На полечка у нас есть, рычажок вернее. Правда, больше ассоциируется сейчас с выбросом этот рычажок. Так наверх, наверное, будет поинтересней. Рычаг состояние 1, так состояние 0. То есть, по идее, вот если 0, ну, в его случае, да, если я вот так вот опущу, то печка должна работать, а так нет. Будем считать так. Рычажок, рычажок. Ну, давай рычажок повесим какой-нибудь куда-нибудь на полезную штуку. Регулятор, да? Рычаг, вот рычаг. На D3 у нас рычажок. На D3 у нас будет рычажок. Девайс будет называться... да, вот так вот. Is turns off. Почему off? Да потому что там нолик. В смысле единичка, это значит значение включено. 1 off, нолик on. Вот так повесим. Даже это... Ну ладно. Нет, все-таки это не... Это будет furnace on off. Так назовем его. Дальше, дальше. Дальше мне надо еще посокращать код. Что если я его назову, ну, посокращаю до каких-нибудь совсем уж названий таких. Давай C будет называться. C. По первым буквам пусть будет. Чтобы оно еще и понятным оставалось.
Там еще надо будет потом поменять температуру, давление. Ну, посмотрим. Может, хватит только имен. Они повторяются везде много. СР. На С уже есть у меня, да? На С у меня уже есть. Ну, Сольдер. СР будет. Это повторяется current hash. Скажем, что это хэш. Hash value, hash v. У нас еще повторяется так сильно. Target Temperature Center пока не используется. Проверим. Ну вот, уже хорошо. Сократили. Теперь надо Furnace on-off смотреть. Furnace. Где у нас там место, которое за розжиг отвечает? Вот оно. Тут мы будем смотреть, если давление больше 500, если температура меньше розжига. И надо смотреть, включена ли печка. И вот этот вот девайс. В первую очередь его смотреть надо. И этот девайс, setting 0. 0 это опущенный рычаг вниз. Вот, если он закрыт рычаг, значит у нас идет активация розжига. Все остальное будет работать. Теперь нам надо давление. Вопрос, нам надо поддерживать давление в зависимости от того, рычаг поднят или нет. Я думаю, надо. Нам надо взять, создать еще одну переменную. Furnace on, скажем так, это будет переменная. Теперь смотрим, если она включена, тогда это работает. Потом по давлению. Особенно вот эти вот fuel. Будем ли мы накачивать? Будем ли мы накачивать и... Ну, спускать давление мы будем в любом случае, если нам надо его спустить. Вне зависимости от того, печка работает или не работает. Вот. А вот останавливать насос, который закачивает давление, его стоит. То есть если у нас печка включена, тогда мы накачиваем. Если у нас печка или выключена, тогда мы выключаем подачу топлива. Тогда мы выключаем подачу топлива. Сколько тут у нас? 3500 байт. Ну не байт, а символов. Девайс компрессор, volume pump. Еще раз пересматриваю. Furnace on. Окей.
Current Logic DL Value. Его можно переименовать. Это у нас крутилочка, которая показывает, что у нас какой ингот, да? Можем сделать так. Selected ingot. И короче будет, и понятнее. Target Pressure Min. Target Pressure Max. Вот эти вот можно посокращать до каких-то минимальных. Давай пресс будет чуть-чуть короче, потому что там еще код будет раздуваться. А это будет температура, темп. Я заменил слово pressure везде на press. Слово температура поменяю на темп. Так будет еще меньше. Ну, можно вообще минифицировать, но теперь нам надо температура. Furnace Press. Gas Analyzer. Температура. Давай сначала посмотрим, будет ли давление работать на заданные параметры. Допустим, нам надо, ну, припой. Припой это сильно жестко. Там, что у нас по припою? Сольдер. Маленькая температура и от 1000 давление. Ну, пусть будет припой. Накачивается? Качивается. А что ты выкачиваешь? Ничего не качает. Ничего он там не качает. Что ты выкачиваешь? Почему ты выкачиваешь? Вот я и засрался с кодами. Ну, хэш есть, хорошо. Этот не работает, мы его отключили. Target Pressure. Бэм. Насос фигачит. Почему насос фигачит? Так, смотрим насос. Насос, который должен выключаться. Он фигачит, потому что у нас давление в печи. Он считает, что давление в печи больше, чем нужно. Больше, чем Target Pressure. Target Pressure Max у нас сейчас либо неверно вычисляется вот в этом блоке, либо что-то не так. Надо вот это вот в консоль выкинуть, посмотреть, что там за значение. А, понятно. Всё нормально. Просто у меня не включен был сокет. Так, на 66-й строчке ошибка incorrect variable. Где там 66-я строчка? Press. Некорректное значение. Press temp press.
Где я тут эти значения создавал? Ну понятно, да, конечно, я же переименовал массово. Соответственно, я переменные, которые вычитываю, тоже переименовал. Этого делать нельзя. Вот. Ищи теперь все прессы, смотри, где ты через точку их, например, используешь. Нигде. Температура. Точку где-то используется, не используется. На 70 incorrect variable. Что тут на 70 у нас? Снова пресс. Нельзя так делать, нельзя. Все нормально? Нормально. Теперь включаем на припой. Почему не активируется печка? Сейчас 500 килопаскалей будет, и она активируется, да? Да, вот она активировалась, зажглась. Зажглась печка. Температура есть. Но температуру мы еще не смотрим, у нас там с давлением вопросы. А вот давление, он, я так понимаю, будет гнать сейчас в самое не хочу. Сейчас разберемся, что не так с давлением. Значит, на припой у нас давление. СР. Вот у нас минимальная 1000, а максимальная 100 тысяч. У нас останавливается пумп на давление, когда давление больше либо равно центру. А центр у нас в данном случае это 50 тысяч. Естественно, он будет там гнать его под самое не хочу. Нам надо понизить давление нам этих максимальных, для того, чтобы оно было более-менее вменяемое. Ну, допустим, нам 100 тысяч здесь вообще не надо. 20 тысяч. И давай сделаем от 20 до 30 тысяч. Чтобы это было такое с зазором, да, с хорошим. Тут сделаем 5. Тут вообще макс надо поставить. Пометку, что это макс. Тут тоже. Вот здесь вот у нас жесткое давление. От 18 до 20 конкретно. А тут в бесконечность можно уходить. И там, где мы уходим в бесконечность, нам как бы не надо бесконечность. Нам надо просто зазор для того, чтобы температуру иметь возможность выровнять. Я 5 ставлю, потому что на самом деле до 5 мегапаскалей разгоняется очень быстро печка. Тут особо ничего не попишешь. Там 6, сливаемся. Не должен накачивать больше. Сливаемся, я так понимаю, до 5.
Или до 4, до 2,5, наверное, сольется. Сколько я там поставил на соль ДРСР? Ну да, до 2,5, я думаю, сольется. Да-да, будет сливаться до 2,5. Ну, хорошо. Для припоя мы давление уже контролируем. Если я выключу, слив будет происходить до конца. Ну, не до конца, а до требуемого. Но на нагрев и на накачку у нас уже не будет работать насос. Хорошо, такая логика, ну, меня устраивает. Что дальше? Дальше мне надо сделать, собственно, проверку температуры. Если температура недостаточная, то продолжать наливать топливо. Такой вот простой логический ход. Смотрим, где у нас температуры. Вот, допустим, на тот же припой. Давление у нас окей, в серединке здесь держится. А вот температура такая специфичная, 350. Там у нас сейчас в печи больше, да? Да, там в печи 955 кельвинов. Но она падает. Падает, будет падать, пока топливо не нальется еще. Сейчас в режиме экспериментов мы навряд ли попадем правильно. Давай переключим на какую-нибудь куда-нибудь, где у нас температура должна быть выше, чем вот этот вот зазорчик. Ну, например, вот от 600 до 5000 температура. Есть минимальная, есть максимальная. Вполне себе неплохая температура. Ну, сталь. Где там наша сталь? Стил вот. 1000. 1000 до 5000. Если на сталь переставлю. Для чистоты эксперимента. Вот, сталь. По стали у нас сейчас температура ниже нормы, а давление в пределах. Мы сейчас будем смотреть. Задача. Если текущая температура меньше требуемой, именно меньше. Вот у нас Target Temp Center. И есть у нас Target Temp Max и Min. И вот у нас есть логика с гистерезисом. Ну, это не гистерезис, это через... И, короче, это гистерезис с центром. Мне надо теперь, если давление меньше и печка включена. И второй момент, если температура меньше, или давление, или температура. Или то, или это. Или давление, или температура меньше требуемой. Если она меньше минимальной, будем докачивать топливо, пока температура не выровняется. Ну или не подскочит выше. И, естественно, проверяем, чтобы еще печь была включена, иначе это не должно работать. Смотрим.
Температура растет. Надкачивается топливо. Сбросовый насос работает, да? Да, сбросовый насос работает, а топливо накачиваться продолжает. Должно продолжать. Как бы мне так, чтобы не прыгать туда-сюда. Ну вот, он должен работать. Он выключен. Он должен работать, но он выключен. Смотрим почему. Логика на выключение. Давление больше центра, и мы выключаемся. Мне надо, значит, не выключать насос, пока температура не будет достаточной. Тут надо добавить логику. Если температура меньше, даже не меньше, давай сделаем, если температура больше центра, мы выключаем насос, если давление больше центра или температура больше центра. Или так, или так. Нам надо и делать. И вот думай теперь. Здесь что-то не так. Надо и чтобы было. Мы будем выключать насос. Мы будем выключать насос, если давление больше, чем или равно центру. И печь выключена. Но вот это вообще не надо. Просто выключаем в случае, если. Все, я понял. Или все-таки печку мы выключаем в любом случае. Или насос отключен, или давление не сработало. И теперь нам надо не выключать насос, если мы продолжаем накачивать давление до температуры. До достижения температуры нам нельзя выключать насос. Ну и что дальше? Как это решить? Хм. Давление. С давлением понятно. До центра докачали, отключились. С рычагом тоже понятно. Если он выключен, то мы сразу отключились. Это не важно. Или то сработает. Ну, а если такой у нас момент? У нас есть... Я впишу. Если продолжаем накачивать топливо для достижения температуры, тогда не нужно выключать насос. Давай посмотрим, что он нам предложит заработать. Ну да, я тоже вижу эту проблему, что если температура все еще низкая, давление уже достигло центра, тогда насос выключится преждевременно. Что он предлагает? Изменение. Насос топлива теперь выключается только когда и давление, и температура достигли центра целевого диапазона. Или печь выключена. Это предотвращает
Преждевременное выключение насоса, когда давление достигло нужного уровня, а температура все еще низкая. И дальше уточняем. Нам нужно, чтобы давление не превышало макс. Нет, это мне не подходит. Он перехуячил логику, которая отвечает за топливный насос, за накачку. Что он предлагает? Давление и температура достигли центра диапазона, или печь выключена, или давление достигло максимума, тогда вырубаемся. Он теперь предлагает. Насос топлива выключается, когда давление достигло центра диапазона, или температура достигла центра диапазона, или печь выключена. Теперь температура не будет расти выше центра диапазона, даже если давление еще не достигло нужного уровня. Фюрненс пресс больше либо равно центру. Температура больше либо равна центру. Или печь выключена. Ну тогда да, тогда логично получается. Дорогой друг, ты на канале Космик. Дорогой друг, я благодарен тебе за твои лайки, комментарии и подписку. Приходи на следующее видео завтра, будем продолжать.